Итак, ребят, всем привет. Мы продолжаем проходить Elden Ring. Будем пробовать выполнять квест вот этой вот дамочки. Ее зовут Фия. Значит, находится она в круглом столе. Постоянно к ней подходил, она предлагает тебя обнять. Ты обнимаешь и получаешь дебаф. То есть 5%, по-моему, от твоей жизненной шкалы уходит. Но ты получаешь взамен одноразовое заклинание от какой-то брони. Ну так, фигня, в принципе. Ничего особенного. Привет. Здорово, Серега. Так вот, обнимаешься, ты с ней обнимаешься, и по идее больше ничего не происходит. Оказывается, потом, спустя несколько боссов и открытие определенной локации, у нее этот квест развивается дальше. Поэтому вот я сейчас к ней подошел. Как обычно, она предложила обняться. Мы с ней обнялись. И у нее выскочил диалог. Я могу попросить тебя об услуге? Давай, нажимаем «Могу». Мое солнце, не исполнишь мою просьбу? Пожалуйста, узнай, чей это кинжал, и верни его владельцу. Старинный кинжал она дала. Ок. Кое-кто подарил мне его. Этот клинок настоящее сокровище. Должно быть, владелец им очень дорожил. Думаю, мы совершим благое дело, если вернем его. О кинжале. Давай еще. Прошу, узнай, кому принадлежал кинжал, и верни его владельцу. Ну, повторяется у нее диалог. Все, уходим. Хорошего дня, мое солнце. Дружелюбная такая тетенька, но на самом деле там ничего такого веселого в этом нет. Итак, получили, значит, мы от нее кинжальчик. Давай. Кинжал нужно отдать вот этому мужику, который здесь сидит, по идее, продает всю игру. Только 2 заклинания. Вон он там. Точнее, не 2 заклинания, 2 молитвы. Попробуем. Здравствуй, чем могу помочь? Так, отдать старинный кинжал. Ок. О, что это у тебя? Откуда у тебя этот кинжал? Тишина. Ладно, неважно. Я прекрасно знаю, чей он. Я могу вернуть его вместо тебя. Принеси мне его... Что там, верным? Так, ладно. Все, портуемся мы отсюда. Неважно, в принципе, куда-нибудь. Без разницы. И потом обратно надо вернуться. Потому что иначе эффект не произойдет. Так, возвращаемся обратно. Угу. Все, мужика этого нету. Он схватил кинжал и куда-то ушел. Ищем его здесь. Ага, он тут. Вот у нас открылась дверь, которая была закрыта все это время. Вот она сидит, эта фия, которая любила обнимашкаться. И этот мужик, то ли она его завалила, то ли он сам себя выпилил. Тут, конечно, история умалчивает, по-моему. Предательство неожиданно. Ах, не вышло. Не знаю, к чему это. Подобрать. Колокольная сфера D. Шлем близнеца, доспех близнеца, перчатки близнеца, поножи. То есть мы забрали его сет, во что он был одетый. Наконец-то оно вернется на свое законное место. Украденное священное клеймо благородного вельможи. Теперь пришла пора попрощаться. Прошу, передай мое послание обитателям крепости Круглого Стола.
Я Фия, спутница мертвых. Прошу вас, не тревожьте смертный сон благородного Годвина. Мы смиренные покойники. Хотим лишь одного, однажды поприветствовать своего владыку. Кто вы, чтобы осуждать нас? Наш владыка воскреснет, он пастырь кроткого стада. Понятия не имею, о чем она. Но бабенция это исчезло. У мужика какие-то палки выросли из плеч, что ли. Так, ну и все. Значит, этот квест по завершению открывает нам какую-то то ли секретную концовку, то ли дополнительную концовку. Ну, пусть будет сделан. Все, бабы на этом месте нету. Окей. Давай, короче, мы попробуем еще раз портануться, а потом зайти обратно. Может быть, что-то изменится. Если нет, то надо будет... Ну, есть еще одно место, где ее надо будет найти, чтобы продолжить этот квест. То есть не все так просто. Давай, портуемся обратно. Просто на всякий случай проверить, что мало ли. Так, ну, не мужика. Мужика точно нету. Смотрим. Угу. Вот этот чел тоже в какой-то момент должен на нас напасть, но я не знаю когда. В принципе, отдаем вот этим вот тоже близняшкам. Предложить колокольную сферу. Раз. Два. Ну и три. Какие-то сферы находил? Не знаю. Так, сфера... ну то есть, короче говоря, этот мужик помер, но оставил свою колокольную сферу и два заклинания, типа, две молитвы мы можем купить здесь, типа. Так, что еще? Ландыши. 3, 4, 5 и 6. Нет. Да и все, в принципе. Больше ничего нового. Ладно, ок. Давай еще к этому сходим. Тут важно как бы постоянно в этом круглом столе разговаривать со всякими NPC, потому что у них может что-то измениться. Так, раз тут никого нету, теперь наша задача портануться вот сюда. По-моему... Так, вот отсюда, да, вот здесь. Вот здесь. Трон принца смерти. Там, где я бился с тремя фантомами подряд. Сейчас, по идее, эта Фия должна там находиться. Вон она сидит. Сидит она тут, усиживает. Причем до этих вещей там самому особо не догадаться. То, что они несут там в диалогах, как бы это, ну, мало о чем говорить, скажем так. Вот и ты. Я знала, что ты придешь. Что у тебя на уме? Хочешь отвергнуть нас и наш путь? Нет, я хочу, чтобы ты меня обнимала. Давай. Странный ты человек. Я защитница тех, кто живет в смерти. Меня называют отвратительной, мерзкой ведьмой. А ты хочешь, чтобы я обняла тебя? Да. Обнимашки. Шапку мне пришлось изменить, все-таки она побольше мудрости дает. Так, поговорить наедине. Тебе доводилось видеть священное клеймо? Когда погиб первый полубог, на его теле появилась полукруглая метка, рана в виде многоножки. Такая была. Священное клеймо Годвина воссоздали в крепости круглого стола. Но где-то еще есть одно.
Я должна найти его, прежде чем настанет время чествовать нашего владыку. Так, вот такая вот полукруглая многоножка бралась, я тогда не понял, зачем это. Она бралась в перевернутом замке, буквально 1 или 2 стрима назад. Вот, давай еще раз. Когда Годвин умер, на его коже проступило священное клеймо. Но есть и вторая половина, еще одна полукруглая метка многоножки. Я должна найти ее. Прежде чем настанет время чествовать нашего владыку, мне придется снова заворать руки. Позволишь обнять тебя даже после такого? Отдать знаком проклятия. Это же второе священное клеймо. Как тебе удалось? О, большое спасибо. Теперь Годвин может занять свое законное место первого мертвеца и обрести новую жизнь, полную славы и подвигов. Мы высоко ценим твой подлинный героизм. Мне нечего тебе предложить, поэтому позволь обнять тебя крепко-крепко. Да не вопрос. Обнимашки крепко-крепко. Благословение съедающего балдахина. Но опять, да? Далее это заклинание. Но оно, видимо, чуть посильнее будет. Короче, получается у нас как? У нас один квест перетекает очень плавно и очень четко во второй квест. Как-то так. То есть там, когда Ренни ты выполняешь квест, она дает тебе песочные часы, которые повернут тебе замок. И потом в конце этого замка, когда пройдешь на мосту, ты находишь одно из продолжений следующего квеста. Ок, давай дальше. Давай дальше. Поговорить наедине. Скоро я возлягу с Годвином, и внутри меня смешаются новая жизнь Золотого Принца и первая смерть полубога. Руна тех, кто живет в смерти. Прошу, окажи мне услугу. Забери мое чадо, мою руну и займи трон. Что за чадо? Останови преследование живых покойников. Обрети власть над кольцом. Кольцо всевластия, как обычно. Еще раз давай. Скоро я возгляду с Годвином, дабы зачать дитя руну. Забери мою руну и займи трон. Останови преследование живых покойников. Обрети власть над кольцом. Повторяется. Вот тут, конечно, не очень понятно. Может просто уйти? По логике вещей она должна сейчас что-то дать. Ничего. По крайней мере, изменений никаких. Ну-ка. Она должна предложить войти в свой сон или что-то в этом роде. Повторяется. Все, отпускай. Можешь попробовать еще раз портануться к ней. Короче, два варианта. Продолжить этот квест. Либо портануться к ней еще раз, либо надо кого-то замочить. Она исчезла, что ли? А не, вроде сидит. По идее, она должна типа предложить войти в свой сон, ну, в ее сон, и в нем биться с драконом. Почему-то этого нет.
Ну-ка, давай еще раз мы портанемся. Да, в принципе, не важно куда. Попробуем сейчас еще раз к ней подойти. Либо что-то сделано неверно. Угу. Я спутница мертвых. Ну, посмотрим. Может быть, надо дальше пройти, чтобы этот квест продолжился. Прощай, мое солнце, я так счастлива. Я решила возлезть в Годвина, а не с тем, кого выбрали за меня. Диалог изменился. И у меня будет дитя. Как же мне повезло, что я родилась спутницей мертвых. Или она повторяет. Может быть, именно Годвина надо завалить, чтобы продолжился квест за нее. Повторяется. Ладно. Давай тогда, короче, мы... Возможно, действительно, надо, короче говоря, кого-то встретить, кого-то замочить из боссов, чтобы продолжился вот это. Может быть, Годвина конкретно надо завалить. Пока не ясно. Ну, а тут, в принципе, все. Нам, короче, вот сюда. Давай мы посмотрим вот эту вот пещеру, которая тут находится. Я сейчас попробую здесь портануться и туда спуститься вниз. Если что, можно вот здесь потом идти исследовать все. По идее, по логике вещей, если она говорит про Годвина, значит, надо Годвина и валить. Но не знаю, поэтому надо почитать. Потому что тут так вот сделаны эти квесты. Весело. Крайне все не очевидно. Андрей Тихонов. Выйди из Локи и зайди с предыдущего костра. Ну давай, вот тут зайду. Допустим, я посидел. Подожди, блин, зачем я на этот стол портанулся? Андрей Тихонов. В какой минус? В тот момент нужно перезагруз сделать. В смысле, выйти из игры совсем? Она должна предложить мне зайти в ее сон. Но пока что-то диалог никак не меняется. О. Она поменяла положение, значит, сейчас она предложит, вот, коснуться фии. Все, войти. Нет. Вот, все, войти в смертельный сон. Смертный сон. Короче, надо было просто чуть как-то подальше, что ли, портануться, я так и не понял. Ну ладно, главное, что работает. Она же говорит, что... Ну, она, по-моему... Нет, она вроде дуба врезала. Что он там делает? Некрофил, что ли? Фортитакс. Фортитакс какой-то. Ну, тогда вообще мы это... Фортитакса напинаем.
Плохо Фортитакс. Это я себя не вижу. Пока пил флягу, долбанул меня. Так. Напихиваем дальше. Ну да, удара. Оу. А там осталось-то ему напинать, ну, камон. Ну ок, сейчас заковыряем. Здесь квест этот можно будет повторить. Ну, в смысле, без проблем. Так. Да, я думаю, так справлюсь. Не буду никого призывать. После дракона будет что-нибудь еще? Очень интересно. Ну, как бы квест будет продолжаться или того достаточно? Серьезно, он долбанул. Блин, дамажит он, конечно, хорошо. Прям вообще от души. Тебя прыгать надо. Блин, пляжки не надо. Пляжок не осталось. Ну и все. Херня вот Фортитакс. Воспоминания о драконе Лича. Ок. Еще что-нибудь дадут? Только воспоминания о драконе. Дамажит он, конечно, серьезно, но не так, чтобы очень. И чё? Может, еще раз к ним подойти? Да, вон она. Получить целую руну. По-моему, вот с помощью вот этой руны надо как раз активировать вот эту руну потом в конце игры. Ну и тогда нормас. Так, давай, короче, портанемся в круглый стол. По идее, все, с этой феей квест закончен. Он, наверное, длился должен долгие-долгие часы, потому что ты как бы не знаешь, что делать и вообще, по идее, где ее искать. Сейчас посмотрим, что на это дело можно обменять. Угу, снова здесь. Так, значит, за оленя у нас дают топор и такой себе амулет. Потом за вот этого гаврика у нас дали что? Цеп дробящий. А это что можно использовать с большими топорами, большими молотами, большими копьями и огненным оружием, огромным оружием. Ну ясно, он усиливает, короче, баф какой-то дает.
Так, громовое копье вонзает в землю 2 красно-громовых копья подряд. Это молитва. Ну, короче, тем, чем у нас дракон пользовался, то это. Еще одна молитва. Губительная гроза. Угу. Но я не знаю, я не думаю, что это прям очень сейчас надо. Пускай эти души останутся. Что-нибудь прям очень необходимое, потом можно удвоить и взять, допустим. Кстати, а молитвы что там требует? Сколько? Веры 46, 47. Ну, ни хрена себе. Возможно, это заклинание хорошее, но дороговато. Ну, в смысле, качать долго надо. Мне почти 13 левелов надо поднимать, чтобы пользоваться этим заклинанием. Может быть, оно, конечно, очень крутое. Но... Всё. Короче, в принципе, с Вией квест закончен, руна взята, поэтому что, портуемся мы вот сюда. И идем в вот эту вот локацию исследовать. Ну, точнее, вот этот вот спуск вниз. Потом пойдем горгулью или что там. Ну, короче, там трехголовый такой змей, будем его мочить. Как попасть сюда, я потом покажу. Ну и в принципе, вот тут я все обошел. Там больше делать нечего. Тут уже конкретно горы идут. Да, не подняться. Можно, в принципе, вот так вот проскакать и здесь до упора посмотреть. Тут, кстати, тоже босс будет. Да, вот мы вот этот вот участок после вот этого исследуем. Погнали. Вулканового поместья тогда чуть-чуть попозже пойдем. Тут бегать и бегать просто, я не знаю, у тебя пятак такой маленький. Но там 3 босса может быть подряд. Совсем непростые. Плюс еще там пещера та же самая, короче. Насыщенно все. Так, вот этот лагерь я зачищал. Сейчас мы от этого лагеря, получается, спускаемся вниз и налево. Будем смотреть, что тут. Вон там, где у меня метка стоит, там у нас пещера какая-то. Будем зырить, что там. Что это за пещера? Стандартный, наверное, данж, как обычно. Они, в принципе, плюс-минус между собой похожи. Причем пещеры таких-то 2. Одна чуть выше идет, вот на этом, на скале вот этой. Здорово, мужики. Это фантом? Слушай, нет. Ау. Ага. Их-то 2 еще. Ну давай вот так. Меня опять лошадь забрали. До свидания. Их даже немножко жаль. Жесткие черти. Тут, короче, прыжок, да? Прыжок на лошади можно сделать, чтобы подняться прямо на самый верх. Угу. Чтобы вот сюда попасть. Это потом. Золотая маска, благородный герой. Слушай. По-моему, если правильно я помню, то что вот где у нас вот такими карточками обозначается, вот таким квадратиком, это все равно продолжение вот этого квеста с фией. Либо это у кого-то другого взят квест, старуха и пальцы. А, старуха чтится пальцы. Короче, вот эти вот квадратики надо по-любому посетить.
Торговец-кочевник. Подожди. Слушай, и тут они есть. Ладно, не совсем ясно, что с ними делать. Может быть, это квестовые чуваки, а может быть, просто игра решила как-то это все дело мне конкретно отметить. Не знаю. Пошли данж, короче. Смотри. Карл Саид. Бам. 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 Так, до свидульки. Ну, можно спускаться уже спокойно. Я вот не знаю, у меня есть ли этот, как он... Есть ли у меня меч, который открывает вот этот вот... Такие данжи. Кого их покупать, я не помню уже. Это конкретно торговца надо искать. Слушай, у меня до сих пор есть мечевидный ключ. Они еще не кончились. Эй, Мими. Старый туннель Альтус. Дурной был же. Да, окей, да. Ой, подожди. Обычно в таких данжах, в принципе, довольно-таки светло, но сейчас я поеду на этом... Поеду на лифте, надо смотреть внимательно, где у нас еще будет спуск. Обычно таких по 2. Так, еще раз. Чего-то я не усмотрел. Ладно. Здесь уже кристалл просто. Так, а это ход. Ага, вот туда надо сходить. Давай, мы прыгнем аккуратно. Оп. И потом вот так. И вот так. Еще раз лифт. Главное вовремя прыгнуть тут. Эть. Долетел. Что-то ни стенки, ничего нету. Впереди на вас. Ладно. Причем вот такие данжи, они в принципе между собой похожи. Будет еще один спуск. Также с двумя нычками. Давай мы лифт вызовем. Потянуть рычаг. Открываем благодать. В принципе, можно и посидеть. Стандартный набор. В данжах у нас кто находится? Богомолы здоровенные вот эти. Белого цвета. Ну и вот такие вот чувачки. Мими. Выдаивала Сайрус Ялангуагас. Ай-яй-яй. Блин, собака меня покусала. I am say Russian language. I'm sorry, I don't speak English. Так, дальше идем. Впереди предмет. Короче, они обманули. Предмета никакого нету. Вот он.
Камушек, кузнечный камень, 5. Пойдет. Первый момент призыва. Вот. Латиас Яур фаворите. Кто твой любимый? Мими. Фрут. My favorite fruits. Я даже не знаю, какой у меня любимый фрукт. Apple? Why not? Пилюльки от кровотечения. Кстати, возможно, пригодятся когда-нибудь. Какая-нибудь падла такая попадется. Кстати, вот это бы надо взорвать. Ближе. Че, блядь? А, они не взрываются. Берем. Пёра камень. Пригодится. Что пишут? Передел лжец. Ой, собаки. Так, а где вторая? Кстати, что-то как-то сегодня странно щит поднимается. Я не знаю, может быть с геймпадом что-то? А может быть у нас как-то странно обновления прошли. Талисман грозового дракона +1. Ну это защита от молнии, по-моему. Только чуть-чуть получше. Повышает сопротивление молнии. Скорее всего, значит, у нас атаки босса будут построены как раз на этих молниях. Не зря они такой талисман дают. Прям практически в начале данжа. Так. Хлопаем фляжечку. Надо вон туда прыгать. Иди мне в самый низ. Надо туда. Ну, если брать, так уж брать все. Ну, по крайней мере, докуда дотянуться можно. Слушай, ну за этих гавриков 460 дают прям. Так, глядишь, уже появится резон прям души возвращать. Правда, у меня, по-моему, сейчас один левел поднять, что-то там 1200, по-моему, стоит. Так. Куда бы мне грохнулся-то как следует? Так. Ну, вот так, да. Ощущение, что я тут был уже. Да не, вон там челик какой-то ходит. А ты пока доползешь, ты уже мертвый будешь совсем. Оставится лук. Ну, не только лук. Волшебная палочка тоже ништяк тут. Ну давай спускаемся туда вниз. Я все жду, пока они взрываться начнут. Без слов. Оу. Лихо. Кто ж знал-то, тут еще один. Ладно, мы сейчас подсократим, в принципе. Что-то со щитом, я не знаю. Щит как-то не вовремя ставится. Не всегда прожимается, я не знаю.
Фига. Да, походу хреновая была идея перезапустить, как отключить гимп. Сейчас вообще все повисло. Давай еще раз. Что-то у нас не то с геймпадом. Да, тут только не только с геймпадом проблема. Тут еще и OBS подглючивает. Ну, как же без геморроя-то, да? Так, ну, геймпад заработал. Окей. Давай заново. Перезагрузочка. Технические неполадки. Ну, это бывает. Что делать? Почему коллеги на работе в большинстве своем такой... Ирил Гаоси. Алекс, почему коллеги на работе в большинстве своем такой невнимательный? Или они тупы? Я не знаю, может быть, просто кто-то не очень ответственно относится к своим обязанностям. Почему бы нет? Ну, типа, знаешь, кто-то будет задание выполнять на 100%, а кто-то, знаешь, на 60%, короче, что-нибудь сделает процентов и скажет, да ну его в жопу, мне и так заплатят одинаково, что так и так. Вот и все. Конкретно невнимательность. Может быть, некоторые люди просто не очень внимательны. У кого-то, знаешь, прям педантичная внимательность есть. Есть, допустим, прям перфекционисты, которые вот каждую, там, не знаю, скрупулезно будут каждую мелочевку разбирать. А кто-то, знаешь, мимо пройдет и все. Кто-то специально не видит определенных вещей, чтобы сложить работу на другого человека. Такое тоже бывает. Тоже запросто. Так что тут конкретно, я думаю, надо рассматривать персонажа как такового. Что за чел, допустим, почему он конкретно невнимательный. У нас тоже такие ребята на работе есть, которые специально, допустим, дырки не видят в трубах. Ты идешь, но она же очевидна, она просто льет. Видно то, что с этой дыры уже поливает конкретно. Ну что, ты не мог заметить? А он мог заметить, он просто не сказал. Надо было написать в риторической форме. Ну, по крайней мере, у меня по этому поводу вот такие мысли. У нас на работе тоже товарищи есть невнимательные.
Есть конкретно невнимательные, потому что я вот вижу то, что человек рассеянный сам по себе. А есть такие челики, которые... Кстати, вот. О, теперь щит получше работает. Спасибо. Перезагрузка все-таки помогла. Так вот. Есть конкретно чуваки, которые невнимательные, потому что, ну, по нему видно то, что он не очень невнимательный, неответственный чувак. Тихо, тихо, тихо. Грызет она меня тут. Так, ну что, попробуем вытаскивать. Бамбулики. Вот, а есть чуваки, которые конкретно специально, чтобы не делать работу, дурачками прикидываются и все. Вот я что этого чувака-то не увидел. Вот же он стоит, все, его видно хорошо. Они прям норовят сюда забраться. Промахивается. Вот. Больше нет никаких сюрпризных рыцарей у нас тут. Вот. Душонки заберем. 103 тысячи. Камень маг. В принципе, оружие, все, что надо, я прокачал. Так. На всякий случай. О, собаки. Свидание. Фляженьку долбанем. Молот тролля. Ну-ка, давай дубинку эту посмотрим. Так, просто для забавы. Как она выглядит. Где? Где? Езжи. Нет, не то. Ладно. Какая. Оружие до хрена разного, только качать успевает. А вот шмоток я думал, что будет побольше. Сидит чувак, что-то грустит один. Впереди лошадь отсутствует. Ну. Тут недавно смотрел то, что какой-то чел нашел в игре стенку, которую надо ударить не один раз, а 50 раз. То есть он стоял настырно, долбил в одну и ту же стену 50 раз, и она открылась. Отсюда сразу же фанатские теории поползли, то что сама по себе игра там типа может глюк такой выдавать, а может быть это сделано специально. Отсюда в принципе можно все стены проверять подобные. Так, это к боссу. Погоди. Вот, можно типа все стены проверять, и может быть какая-то тоже еще с 50-го раза открывается. А может быть Хидетака специально только одну такую стену сделал. Может быть она просто глючная. Короче, теории просто уйма. Уйма. Я думаю, что все-таки это сделано специально. Ну, как сказать, типа одноразовой акции. Для самых таких чуваков, которые любят покопаться в игре, поискать всякие определенного рода сокровища, недоступные. Впереди лошадь отсюда. Я так бегаю, периодически постукиваю по стенкам, но не думаю, что... Пока вот немного таких стенок находилось. Есть, они встречаются, но не часто.
Но так, чтобы стоять в одну стенку 50 раз долбить, я бы, наверное, не стал. Просто потому, что, наверное, впадло. Хотя там, возможно, что-то прям очень интересное за той стеной может быть. Я, если ее найду, я потом покажу, где она находится. Я просто визуально так запомнил, но где она, что она, эта иголка в стоге сена. Так, давай, лечимся перед боссом. Возможно, босс тут будет не один. Так, вызываем, наверное, пятно и сразу же эти, да? Погнали. Тролль камнекоп. Ну, допустим. Просто мы его разматываем, как ребенка, я не знаю. Ну, потому что вот чел, который бегает со мной, это вторая моя половинка. Он крутой. Так, и все, что ли? Это все, что предлагает от этого подземелья? Я думал, оно будет больше. Мне просто до этого гораздо больше подземелья встречались. Либо я что-то пропустил. Повторяющиеся враги удручают. Да, да. Тут много что дублируется. Боссы встречаются по 4 раза, по 5. Потом они мобами вообще почему-то становятся. Это странное, кстати, решение. Я не думаю, что Хидетаки не хватило просто фантазии каких-то других мобов придумать. Мобов, боссов там, не важно. Либо это просто экономия банальная ресурсов. Типа игра-то длинная, но надо с чем-то ее заполнять. Вот вам таких же 5 боссов, я не знаю. Либо сделано специально, типа, ну, привыкайте. Не знаю. Хотелось бы, конечно, поразнообразить. Причем спустя, наверное, часов 50, наверное, вот ты замечаешь, что а этого босса я уже типа пинал, а вот этого я уже видел. Когда с лодочником второй раз встречаешься, уже такой, ага, где-то мы этого Гаврика видели. А потом уже понеслось. Я вот таких вот гоблинов уже мочил. 2, 3 где-то в этом в туннеле. Только в туннеле. Серьезно, я сюда просто с дубинкой шел? Боже, какой отстой. Так. Ирил Гаоси. Кстати, ты ж хотел по харду с мечом проходить, а не магом читерным. Или нет? Ну, я начал проходить с мечом. Ну, понял то, что это тогда займет у меня... Это уже игра, я сейчас лобаю где-то 150, 100 с чем-то часов она у меня заняла. Сейчас тебе скажу. 117 часов. Просто если я буду мечом проходить, то она у меня займет часов 400. Я не могу столько на игру времени из жизни своей потратить. Я лучше возьму, допустим, прокачаю статы потихонечку. И потом на игру плюс пойду. С каким-нибудь прокачанным мечом и так далее. А так, ну это до хрена, правда, времени. У меня столько еще к тому же скилла нету. Я не могу так очень круто махать палкой. Так. Дай бог памяти, надо вот сюда попасть. Первородный чародей Азур.
Погоди. Как-то вот надо в голове это все сложить, с какого точно, с какой точки надо исследовать, чтобы попасть в нужные мне. Нет. Надо где-то вот этот пятак посмотреть. Причем вот не с пещеры в кипящей реки ты туда попадешь. Это вообще не тут. Хм. Так, начнем с того, что хотя бы вот это вот более-менее часть изучен. Вот это вот только. Мы, наверное, пойдем... Не подземная комната Инквизиции. Дорога беззакония тоже нет. Неотвратительные катакомбы. Давай, наверное... С Азура начнем, только в обратную сторону, получается, двигаться. Будем, как нам игра предлагает, в одну, а мы пойдем в противоположную. То есть с конца прям. То есть вот этот посох, шмотки вот эти вот находятся вот тут. И мы сейчас сразу же на босса. Бам. А, это уже есть босс. Все нормально. То есть фактически ты должен две деревни исследовать, а потом попасть вот на вот этого босса. Камень памяти. Ништяк. Пригодится. Я тут еще немножко положил народу. Либо они просто от нее как-то работали. Не знаю. Так, если спрыгнуть на коняшки, то можно даже вон туда попасть. Угу. Пока не знаю, куда это ведет, но давай мы просто от начала до конца по прямой здесь пробежим. Потому что я вот по этой деревне вообще летел просто на лошади вперед, ничего не трогал, ничего не исследовал. Деревня отшельников. Давай деревушку изучим. Здорово. По идее, их тут должно быть полно. Золотые какашки нашел. Милота. Кстати, по прямой, когда я закончу бежать от начала до конца, то будет еще один босс. Да, вот эти челики, конечно, крутые. Они уж очень много сносят. В общем, сейчас сюда вся кодла сбежится. Давай, подходи по одному. Никого? Я думал, сейчас начнется. Осколки звезды света. Не знаю, для чего это до сих пор, так я не узнал. Ну, что-то крафтить стопудово.
Кстати, я думал, то, что вот этот босс Мэгги, она как-то пожестче будет. Блестящая корона Еродаса. То есть у тебя на башке вместо вот этого гермошлема будет мужик без глаз. Ну, с замотанными глазами. Тлеющая голова, ты прекрасней всех. Я не знаю, зачем эти тлеющие головы. Тоже как обычно все. Объясняется как бы так. Нарукавники бродячего чародея, обувь чародея, мантия бродячего чародея. Причем эту мантию можно переделывать. К тому же. Ля какая. Бля, я прям... Стою в палку деревянную, херачу, а по нему вообще не попадал. Бывает и такое, просто мобы заходят за какое-нибудь укрытие, и ты его не достаешь. Так. Еще парочку. Иди сюда. До свидульки. Когда я первый раз тут ездил, по-моему... Ну, я вообще вот за кометой конкретно ехал. По-моему, тут еще 2 деревни впереди. Вот там еще одна где-то. Так что тут побегать хватит. Яна Божия. Давай полечимся. Бежать потому что до хрена, а пляшки надо экономить. Так, за домами ничего. По идее, вот 2 домика обойти. И все. Вся деревня. Не сказал бы, что прям тут очень насыщенный мир местами. Ну, типа вот, деревня, попадается какая-нибудь, ну, 6 домов. Причем таких деревень попадается, ну, достаточное количество. Просто, типа, смотря в каком ты биоме находишься. С солдатами такие же деревушки попадались. Было дело. О, вот эти товарищи дамажат сильно. Не дотягивайся. Так, ок. Кстати, маг не то чтобы прям читерский персонаж. Главное, смотря какое у тебя оружие и смотря как ты раскачан. Ну, причем эти какого. Ну, магам кому-то проще, кому-то тяжелее. Но мне попроще магам, кстати, как показала практика именно в эту. Ну, в Elden Ring играть. Священный бутон, хрен его знает. Ну, вообще, в принципе, ничего мне не мешает. Эти слезы есть личинок, так что можно в любой момент идти и перекачаться в милишника. Ну и страдать, короче, сколько влезет. Такие прыткие козявки, а?
маленькими ножичками бегают. А, сука, полжизни у меня просто снес. Вот гнида какая. Блять, ты остановишься? Нет. Подожди, надо что-то по-другому делать. Ну, он прям летит, чтобы напасть сзади. Падла какая. Не, противные мобы, определенно. Ты его держишь в этом прицеле, и он вокруг тебя просто носится и все. И так его укачать может. Ну, естественно, тут ничего нет. Так. Угу. Тут я отмечал уже. По идее, я должен дойти от магии до магмового змея. До мастера. Ну, скорее всего, я тут все уже обобрал. Так, ну, можно, в принципе, вот в эту штуку полупить. И вот эту. Золотая руна. Я так подумать, тут и тут же можно спуститься. И что мне это даст? Наверное, вот сюда, руины парфюмера ты спускаешься. Очень знакомо тут все. Ясно, понятно, но это опасно. Там Мишка. Блин, ну ненавижу я только в этой игре медведей. Самые, наверное, херовые мобы, которые можно представить просто. Ну, они, во-первых, жирные все. Сука. Во-вторых, куда быстрее тебя. Сейчас сразу, короче, да, меня же поднимут далеко, меня поднимут возле Азура. Сейчас лачуга мастера портанусь. Лачуга мастера. Надо как-то медведя валить. Других вариантов я не вижу. Как мы это можем сделать? Давай, короче, на коня. Уж кометы Азура до него долбануть. Надо сначала мелочевку здесь раскидать. Бля, душа внизу.
Я попробую дотянуться до него. Нет. Все как-то мимо. Ну-ка, это долетит? Ни хрена. Сраные медведи. Бля, да хоть всех ляги израсходую. Похер, медведя надо валить. Пизда у него жира просто. Ну как босс реально. Причем даже не каждый босс такой дурью похвастается. Вот. И по идее с него выпало-то все. Что там, кровь монстра и золотые экскременты. Ну серьезно вообще. Что за дичь? Меня больше количество душ интересовало. Конечно. Ненавижу медведей в этой игре. Вообще они самые, наверное, убогие, которые могут быть эти, как его, самые убогие мобы, которые есть вообще. Они, во-первых, быстрые, во-вторых, просто с одного удара тебя сносят. С двух там по-разному. Мелкий камешек. Блять, еще один. Да вы издеваетесь, что ли? Кстати, хорошо, что я комету переключил. Не переключил еще. То есть, пока ты бодаешься с большим медведем, еще у тебя сзади маленький дамажит тебя, и ты покойник. Дальний бой не поможет, а, кстати, впереди жалкий человек. Ну, наверное, про медведя это имелось в виду. И еще что-то... А, трупная звериная кость. То же самое, что и с волков. Ну, вообще, в принципе, как мобы, они просто бесполезные, эти медведи. Херня какая-то. Падла. Зашвырнул меня чем-то. Успел. Ландыш. Угу. Ландыш это был приманка. Нет, это лилия вообще. Не знаю пока для чего эти лилии, но может быть для чего-то полезно. Кстати, стоит статуя. Такие не часто в игре встречаются. Но ее типа должен гигант разбить. Сам ты ее не разобьешь никогда. Ну и типа с нее что-то должно выпасть. Я не знаю, это может быть здесь и есть гиганты поблизости. Попадется, я попробую привести его сюда. Так, а там я был, да? Проверяем. Да-да-да. Вроде был. Был, но не сейчас. Я сюда забегал, всех агрил, забирал там какую-то мелочевку и валил. Большой он. Да, вот здесь. У челика какая-то плюшка была. Нам дальше надо идти. Спускаться вон туда, через все вот это вот, там где лава. Там будет у нас ну, босс, магмовый змей. Второй уже, кстати. Впереди тайная тропа. Ну я же говорю то, что я не верю в эти записочки.
Когда-то помогает, но не всегда. И отсюда, блин, тебе приходится всегда их читать. Отстой. Хидетака, я так понимаю, предполагал то, что ты будешь бодаться с медведем, приведешь его сюда, и он разобьет ударом лапы вот эту статую, пока будет лупить тебя. Я думаю так. Угу, место призыва. Это, видимо, чтобы с Мишкой бодаться. Плаченная благодать пока не здесь. Ну, давай похилимся. А возможность есть. Ну, по идее, вот эту локацию надо вот туда бежать. Я бегу задом наперед. Это ломанухой какой-то пахнет. Надо слушать, чтобы не напал никто. Хотя тут такие мобы бывают, встречаются, они просто подкрадываются и тебе полздоровья сносят. Причем тишина абсолютная вообще. Стой. Но очень подозрительные тут проходы вообще. Так, давай-ка мы сюда вот сходим. Кстати, где я вообще нахожусь? Ага. По идее, тут где-то я должен показаться. И потом отсюда двигать надо вот сюда. Вот так, и вот здесь все пройти, и по идее должен быть тупик. Вообще не тупик, а вот эта дорога по кругу. А нет, нет, не по кругу. Ладно, посмотрим. Все довольно-таки непросто. Ну, однозначно эту всю локацию надо будет обходить. Если нет, то, в принципе, точки-то активны все. Можно из одной попасть сразу туда, куда тебе надо. Давай-ка вот с этого начнем. Добивашки. Все. И ману восстановили. Давай-ка мы, наверное, даже полечимся. Да, пока бесплатно. Пока дают. Вот так. Ну, сейчас босс должен быть. Там кто-то урон получает. Или сейчас, или там чуть-чуть попозже, буквально за следующий поворот. Как пишут? Да сейчас. Прыгнуть они. Делать нет. Хотя, зная Хидетаку, может быть, где-то и прыгнуть стоит. Так, давай, наверное, поставим на комету. Кто там урон получает постоянно? Я заодно и накаплю сразу. Дракон. Серьезно? Слушай, а там и наш челик тоже. Это с ним квест. Блин, и хочется, и Коля здесь. Подожди. Ну это квест, как его? Я забыл, этого чела зовут. То ли Александр, или как-то Горшок, короче говоря. Горшок жив. Угу, можно пятно призывать свое. Да еще бабочка. Вот.
А, слушай, я думал, это дракон. Ах, маны мало. Так, давай-ка, кометка его. А лучше в 2 смычка. Адава кедавра, вся херня. Как-то слабенько ему прилетает. Вот, посерьезнее хоть дамаг прошел. Комета штука хорошая, но смотря для каких боссов. Все. Вот он весь магмовый змей. Сейчас за него дают. Драконье сердце. В храме драконьего причастия появилась новая драконья сила. Черепашья сила. Ну ясно, ясно. Ясно, понятно. Я вот все думаю. Ох. Ох. Это огненная гора. Обожги меня своим пламенем. А такое с этим. Блин. Да ко мне к нему не подойти никак. Я сейчас попробую, конечно, на лошадь сесть. Потом надо, по идее, туда идти. В храм исследовать. Ну. Не храм, а вот этот замок маленький. Ладно. Да, и где лошадь? Ага. Лошадь немного дамажится. А он прям тащится. Золотая рука. Слушай, я думал, лошадь больше урона получит. Так, ну давай попробуем поговорить. Говорить. Ну, чувак. Блин. Как быть-то? Заговорить. Вот прямо отсюда можно базарить. Ох, ох, ох. О, приветствую. Что привело тебя в это место? Не думаю, что ты здесь, чтобы закалить себя в пламени. Ведь ты из плоти и крови. Но ты как раз вовремя, впрочем, как и всегда. По сути, сюда я кое-что для тебя смастерил. А, по пути сюда смастерил. Держи, уверен, тебе это подойдет. Сосуд. Это шлем. То есть горшок можно на голову одевать в буквальном смысле. Ох, огонь здесь еле теплится. Не могу закалить свое тело так, чтобы оно больше никогда не треснуло. Наверное, я отправлюсь на восток. Недавно я слышал одно древнее речение. Коли ищешь ты вечное пламя погибели, держи путь к заснеженной горе великанов, что парит высоко над облаками. Ага. То есть, короче, он говорит о том, в прямом смысле слова, то, что я пошел на восток, где великаны тусуются, в снежный биом. Ну, мне туда еще далековато. Наверное, я отправлюсь на восток. Недавно я слышал одно древнее изречение. Ну, понятно, он повторяет то же самое. Наверное, его больше тут не будет. Дай-ка мы посмотрим, что тут можно сделать. А и все, тут больше ничего. Ладно. Ну слушай, я думал то, что лошадь будет в лаве больше урона получить. А как-то и особо тут, я смотрю, и не прилетает даже. У меня типа есть 4 фляги, чтобы зачистить город. Если нет, тогда придется через медведя к лачуге мастера идти. Вот лачуги мастер.
Ну, я думаю, в замке что-то будет. Ну, в смысле, будет какой-то этот... Или костер, или что-то в этом роде. Давай с краев, короче, пробуем чистить. Все стоит. Вот так лучше. Поэкономнее. Здорово. Оп, оп. Да, свидульки. Кому-то 2 раза надо, кому-то одного хватает. Но вот эти вот штуки, блин, которые там голову катаются, они довольно-таки опасны. Я обычно их как-то, блин, хитростью мочил. Ну, типа, обойдешь сзади, там, гуляешь. Я попробую сейчас так сделать. Ну и все. Там вторая приехала. Неудобные мобы. С учетом, что их 2. Да, я не знаю, давай так. По чуть-чуть снимаю. Серьезно, я его вырубил? У них явно не лоб надо таранить. Хорош. Да, 5 фляг. Слушай, ну если за каждую по фляге будут давать, то чё бы нет-то, да? Стой. Сейчас мы по-быстренькому вот этому товарищу напихаем. Блин, он поворачивается. Я вообще не знаю, как с ними бороться, если у тебя ближнего боя персонаж. Новенькие могут. Ах ты падла. До свидания. Ага, плюс 2 фляги даже. Но мы сейчас с помощью их и похилимся. Коль такая пьянка. Да и хватит. Бабочка. Ну, за них ничего такого прям интересного не дают. Так, смотрим, как обойти этот замок, как-то заходить. Я думаю, тоже в замке кто-то будет. Интересно. Может быть, босс там. Еще что-то. Подозрительный пустырь. По идее, я сейчас должен, обойдя все здание, выйти на 3-ю тележку эту с башкой. А? Слушай, а так можно. Ага. Так можно бесконечно дамажить, конечно. Если у тебя фляги восстанавливают, прям шикардос. Ни амулетов, ничего такого не надо.
Так, давай мы сначала, короче, снаружи всех почистим. Потом будем внутрь заходить. Надо эту полоску контролить, которая уехала. Так, а там по прямой вот костер. Костер я этот зажигал, и в принципе-то и все. Если что, да, вот здесь я с машинами этими бился. Потом можно, если что, от этого костра сразу портоваться и напрямую бежать, вот прям внутрь заходить и мочить этого босса. Ну там боссом, по-моему, этого чела не назвать. Так, давай. Надеюсь, меня эта штука не услышит. Что? Так. Главное по-быстрому напихать этому гаврику. Так, бам, бам. Ну и все. О, тихо. Блин, ну был шанс. Замечательный. Серьезно. Не достаю. Пойдет. Еще пару тыщенок накинули. Ну, как из-за мишек тоже, по идее. Но не очень-то прям нашвыривает за вот эти вот головы катающиеся. Но валить их сложновато. Так, я чисто убедиться, да, вот костер. Все, нормас. Это получается. Угу. То есть вот так вот. Где? Вот так вот я, получается, все это дело обошел по кругу. Ну, потом можно, короче говоря, туда вот прям сюда портануться. Ну и здесь что-то смотреть. Уже конкретно центр взять. Здесь бы хотелось побывать, я не знаю, как это сделать. Может быть, отсюда. Подозрительное кладбище. Ладно, ну тут по идее это все подозрительное. Но такое ощущение, что тут или секретка, или должен быть босс какой-то. Может быть, он только ночью появляется. Тут же таких боссов тоже хватает. Медузы самые безобидные. Ну, с медузы падает неплохой фантом. Перебор. Как выскочит какой-нибудь медузий король.
Дает мне по жопе. Что-то валяется. Значит, что-то охраняли они. Все? Да. Очевидный ключ давненько, кстати, не попадался. Расходуются они очень много. Спокойно. Да, я спокоен. Впереди ценный предмет. Ценный предмет. Но если не очевидный ключ, ценный предмет, тогда ок. Я его нашел. О. Кстати, вот этот дяденька может нехило так наказать. Они бьют сильно. Я сейчас 4 раза нажал на кнопку, медленно, не торопясь. Нажал на кнопку «Считай», только тогда она сработала. Хреново. Может быть, патч все испортил? То есть, резкость персонажа меньше не стал. Вот так нажимаешь? Нормально. Вот сейчас нажал, нормально. Хотя, в принципе, тут бывает же такое, то, что ты раза 4 прожимаешь на что-либо, и у тебя этот какого... И у тебя не сразу срабатывает. Ну, типа, похилиться вовремя тебе никак. Давай-ка мы его кометкой, да? Ништяк. Я думал, он мне пожестче обойдется. Все, что ли, весь форт? Да, наверное, наверняка что-то будет наверху. Адский посох прилата. Ясно, но молоток очередной, типа как у Смоуга из первой части. По-моему, Смог называют. Да, большая дубина. Красивый! Бам! 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 Можно бегать с этой колотушкой. Наверное, по командно, да, у тебя есть? Не, ну прикольно. Прикольно. Молодцы. Сколько надо? Что там? Сил 45. Ништяк. Еще типа 30 левелов я подниму на силу. Тогда можно подобные бурки таскать. Не, ну прикольно. Но я думаю, в этой игре есть лучше что. Допустим, те же самые оружия из боссов, которые падают. Справочник оружейника. Я не помню, то что кочевник, по-моему, это как раз на эти. Это на рецепты, а вот оружейника делать новое оружие? Да вряд ли, по-моему. Вещица, а что тут все дохлые-то? Требуется лево. Прыгнуть не поможет. Блин, я не знаю. Так-то поможет. Подожди, давай сначала все. Все обнесем.
Ох, жалкие глупцы. Кто-то тут болтает. А где болтает? Наверху? Впереди лошадь отсутствует. Им ни за что меня не найти. Кто-то в башне спрятался, а выходить не хочет. Надо вставать. Как-то. Но опять жалкие глупцы и так далее. Амулет с... Стой. Я клянусь, я выживу. Это мы с фантомом базарим. Ему уже совсем скоро вернуть волкованного повестия. Так, надо смотреть, как сюда забраться. Что-то я не пойму. Видела что-то. Я не знаю, ну, блин, кто-то же болтает со мной. И он находится наверху. Как-то вот там можно пройти. Здесь нет. Подожди. Короче, надо смотреть, откуда можно перепрыгнуть через ограждение и, возможно, пройти по какой-нибудь деревянному мостику. Причем с таким вот ракурсом придется помудиться камеры. Это должен быть проход. Возможно, надо спуститься. Так, ну давай во двор опять сходим. Там или стенка потайная, может быть, еще что-то. Странно это все. Что-то пока идеи нету, как туда забраться, правда. Может, что пишут? Видел уже. Вот там я бегаю. Мне надо как-то вот туда подняться. Давай снаружи посмотрим. Может быть, какая-то лестница или еще что-то. Это похоже на сон. Либо, короче, обманка. Либо есть резон какую-то лестницу искать. Внутри я не вижу вообще. Ничего. Вот здесь я подбирал. Базарили вот с этой прям башни. Послание. Дославится цветок.
Как вариант, может быть, попробовать с лошади как-то запрыгнуть. Типа у нее есть двойной прыжок. Она типа может поможет. Они прям сидели и тут вот молились. И толпой. Опять медуз, я же их убивал. Они, видимо, размножаются почкованием. Как-то и все. Странная башенка, конечно. Я не знаю. Ну, лошадь явно это вот такой промежуток, расстояние вот от той точки до вот этой не перепрыгнет. Зацепиться не за что. Если там как-то прыгать с холма, да там пропасть просто большая. Давай еще раз посмотрю, если нет, то походу это развод как бы. Может какой-то телепорт. Возможно же такое. Не, лошадь так не допрыгнет. По стенкам постучать. Тогда я не знаю. Так, ну и все, короче говоря. Получается, здесь все пройдено. Вот это вот все. Пачок отшельника, вот это вот. Давай в центр зарываться. Куда? Я что-то не помню это. Угу. Ну опять же доползем, короче говоря, до конца. Как раз я там метку поставил. Чуваки сидят. А? Вот так. Бам. Сейчас мы здесь до конца пройдем. Тут был босс дерева. Как раз с этого дерева у нас крафтится фляга, которая не дает расходовать ману. Ага.
Обнимашки. Все, да? Ваншот. Почти. Сейчас метеоритом попробуем завалить эту куру. Ее надо как-то быстро выносить. А потом пойдем наверх. Также, по идее, будем снизу вверх изучать. Обходить локацию. Просто надо убедиться, что там в конце все как тупик. Стоять. Или кометой Азура его вынести. Так-то жира у этой штуки хватает. Стой. Этого мы вот так выносим. Раз, два. Тихо. Во-во-во-во. Нормас. То, что доктор прописал. 1005 за него дали. За личинки, кстати. Это вот еще одна возможность дали перекачаться. Потому что тебе удобно. Ну, типа. Этот как. Сделать спек. Не, выманивание не поможет, а тогда монстр является введением. Давай прям до упора вон туда сходим в край. Конец. Там бы побывать. Я пока не знаю, как это сделать. Получается, если с этой горы перейти на вот эту, через домик, то там можно оказаться. Где статуя большая. Не знаю, может быть телепорты, может еще что-то. Ну, вот здесь у нас было дерево. Босс. Она дает какую-то там синенькую слезу, короче. Ты потом эту слезу можешь переработать. Ну, и сделать из нее зелье. Волшебное. Его мешаешь с другим. Тоже от дерева. Или от босса. Не помню. Тайная лазурная слеза и магическая треснувшая слеза. Вот их две надо смешать. И все. И у тебя мана не расходуется. 15 секунд. Так, ну-ка. Угу. Сейчас попробуем перепрыгнуть вот туда. Ну туда в лаву пока не полезем. Попробуем максимально здесь вот все на поверхности изучить. По-моему, я внизу, вот там тоже, да, проезжал. Ну-ка. Да. Походу. Еще что-то не подобрал. Такое? Мазочка.
Что даст мне вот это падение вообще? По идее, я по этой дороге тогда пойду. А я не был. Мы тогда потом, если что, сюда обратно вернемся. Давай пройдем. Пройдем, как ведут. Может, босс какой появится. Я тут определенно не был. Собака. До свидания. Давай-ка мы, наверное, слезем. Чтобы лишний раз нигде не грохнулся. Ну, а слушай, я вот тут был. Вот тут я был внизу в самом. По-моему. Плохо видно? Но я помню, это сломанный мост. Вроде как. Пошли смотреть, что есть. Вон тут и гигантов даже вешают. Там еще кто-то ходит. Кто-то умер. Лачуга трупного запаха. На то и обед. Молитва какая-то. Давай, наверное, прочитаем, что за молитва. Дай. Повышает силу атаки и защиту заклинателя и союзника. Ну ясно, это поддержка толпы, короче. Умонер. Собака. Угу. Ну вот этот замок явно потом. К тому же туда попасть на лошади вот так нельзя. Только с другой как-то стороны обходить. Чё, кто? О, я слышу. Музяка нарастает. Кто-то гавкает еще. А, бля. Все. А впереди еще чувак стоит. Че, его не вижу? Ладно, пойдем. На свой, как говорится, страх и риск. 2 собаки. Раз. Как кадры просели, когда собака одна получила. Хорошо. Бля, ну по-моему где-то чувак какой-то стоял. По звуку ничего. Бля, опять эти штуки жестокие. Угу. Это вот как-то знакомо все, но я, скорее всего, тоже пролетал, чтобы что-то взять. Все. Затянуть? Ну, она заметила меня.
Хватит же. Это ваншот. «185 косарей улетает в зрительный зал». Кстати, еще немножко, и можно типа левел поднимать. Большого мы проскачем. Начнем с моста. А, слушай, этот чувак вообще исчез. Понятно. Да, вот вроде крутился, вроде все собрал. Нет, нет. Едешь, да что-то новенькое попадается. А не дотянуться. Так. Он как-то задергался странно. А сколько мне собак попадалось? 4, по-моему. 2 тут. А здесь по прямой будут. 1 и потом 2. А 2 вон там, на пригорке лежит. Она больше всех меня погрызла. Тут у нас никого. 2 тут собаки. Это я и не заметил. Я ее опередил. Теперь надо как-то, я думаю, сначала душу забрать. Может, с коня не слезая попробовать подамажить эти машины. Переключимся на метеориты. Ну-ка, иди сюда. Оу, их 3. Да куда ты на огонь-то лезешь? Еще. Не, до сих пор не подохло. Она за деревьями ныкается, чтобы у меня туда метеориты прилетали. Все, подохло. 3 косаря за нее дают. Давай, следующий. Не достаю. О, теперь достаю. Стрей. Вообще как-то маловато ей прилетает. Она отъезжает, что ли? Ах ты, падла. Тихо. Ну, серьезная машина. Я с такими бился, помню, в этом еще там 2 босса был. Вообще жесть. Особенно 2 таких больших машины в маленьком помещении. Это непросто.
Как я ее вовремя. Ага. Я тут был. Я забирал, по-моему, кузнечный камень мрака. 6-й, 7-й, что-то такое, вот там вот наверху. Там вон лесенка есть. Кстати, можно туда подняться, повнимательнее все смотреть. Я тут бибику последнюю замочу. Успела таки, да? На последнем издыхании меня захерачить. Бля, ну как-то же можно в этот замок-то попасть? Вот только через тот проход. А замок не маленький. 5 машин. А, серьезно? Нет, подожди. Я на всякий пожарный полечу, ведь раз уж за каждую тут дают немного манны. Тихо, схватит. На коне их поудобнее, кстати, валить прям. Нормас. Сейчас бы костерок. Так, ну давай для начала мы туда поднимемся. Может, я там что-то не взял. Забираться далековато. Ну, зато спускаться будет не очень долго. Что-то я аж потерялся, подожди. Да, я тут был. Вон там по прямой на холме, вот где стул стоит, там камень валялся. Здесь стандартно были руны. По-моему, вниз я не ходил. Я совсем понимаю, просто как-то все, как эта локация устроена. Так, может быть попробовать. Ну, туда сходить. Это все очень сильно раскидано вообще. Либо там внизу проверить, потом сюда. Хотя, по идее, тут никого вроде нет. Чувак какой-то. Ну, он вражина. Он 2. Велика. Так, понял, то, что они трупы едят. Это вход в зомбарей.
А там вот в плаще кто-то посерьезнее сидит. Так, ладно, все по порядку. О, не заметил бойца. Так, ну и все, да, по идее. Вот тут ты вот тут заходишь. Угу. Можно наверх подняться. А там еще выше. Подожди, стой. Ну так получается, эта дорога должна вести как раз к той самой статуе, которую я показывал. Подожди. Блин, да. Где? Она вот сюда меня ведет. Жесть какая. Его лучше... Блин. Тихо, тихо, тихо. Ай-яй-яй-яй. Я думал запрыгнуть от него повыше. А, там, блин, и машины все придется заново тогда чистить, чтобы вниз сходить. Так тут наверх тоже ходить теперь можно, причем очень долго. Так. По-моему, где-то тут. Первый лагерь. Мост беззакония. По-моему, тут. Не знаю точно, но по-моему тут. Нет. Че, вообще не выйти? Надо наверх вылезать. Вообще данж какой-то, я не знаю. Потом. Надо хотя бы определиться вот в ту сторону сходить. По идее, такой небольшой пятак карты, а по насыщенности он гораздо больше, чем в начале игры, там где зеленая вот эта. По лужайкам ты бегаешь. Там просто можно было скакать и все, а тут буквально, не знаю, 10 на 10 кусочек. Ну или сколько-то, 5 на 5. Кусочек небольшой. Тут дикая идея, конечно, появилась, может быть, тебя прямо ведут, вот. Так, стой. По ходу дела
Оказавшись вот здесь, если переться вот так, то ты как раз и доходишь до этого вулкана. Ну, точнее, до вот этого вот замка. Вот этого вот. Потому что ты вот очень очевидно прям туда прешься. Посмотрим. Сначала надо здесь пройти. Наверное, экономно этих челиков не получится завалить. Я думал, может на этого тыкву голову, блин, комету долбануть. Хрен бы с ним, да? Стой. Бля. Еще и там кто-то стреляет. Вообще обалдеть. Значит, могу без денег остаться. Так, ну кажись, бабки я свои спас. Тему будет вернуться к костру. Гаденыш стрелянул, убежал. Тему будет вернуться к костру, когда вот эту вот башню я обойду. Прежде чем туда наверх забираться, вернуться к костру и уровень вкачать. Куда стреляется? Так, давай сначала мы вот этот холм посмотрим. Куда он вообще ведет? Да, еще один переход. Да вы издеваетесь. Куда-то сюда прямо он ведет. А можно вон туда пойти. Да. Ладно. Все по порядку. Сначала башня. Потом, наверное, замок. Ну а там уж как успеем. Без разницы. По лестнице. То есть прям если даже лезть в жерло вулкана, вот еще, блин, бегать и бегать просто. Да сейчас. Самый умный, походу. Огненная стрела. Все? Серьезно? Ну-ка давай выше. Угу.
Блочный лук как. Так. Вот там, значит, у нас костер. Там машины ездят. Это по прямой дорога тоже куда-то ведет. Вот это тоже куда-то ведет. И вот это тоже куда-то ведет. По идее, если не идти сейчас туда, к замку, то может быть... Тихо. Может быть, он там поменьше дорога будет, ну, в смысле, покороче. Так, давай к костру. В сторону замка, наверное, попозже. Просто, чтобы деньги не потерять, короче, раз уж я накопил тут 200 с чем-то косарей, мы сейчас уровень вкачаем. Кстати, у нас посох от чего? Сила, мудрость. Да. А мы силу поднимем. Да. Все, и денег нету. И никаких проблем. Поперли, короче, вот сюда. Для начала, потом к замку. Тут очень много реально чего исследовать. Просто игра про исследование. Итак, мы появились вот тут. Никто не идет. Нормально. Я его не интересую особо. Дерево. О, это наш самый первый босс. Только он теперь как моб. То есть он не поленился спрыгнуть оттуда, чтобы напасть на меня, но почему-то решил уйти, просто получая дамаг. Сейчас будем наверх подниматься, повыше. Надо только повнимательнее все смотреть. Так. Ну, что ожидаем? Пойдем выше. Кстати, меточку-то можно убрать, да? Где она тут? В принципе, в этом районе я почти все, что надо. Все, что хотел. Побывать, где исследовал. На лестнице карту нет. Да, еще выше уровень пойдет. Но я думаю, две лестницы. Ладно, будем слоями зачищать. Ты понял, откуда взялся-то такой? Я таких мобов вообще не помню.
Так, а ну стой. Ну да, вот так вот. Вот этот вот весь пятак, и по идее я должен где-то оказаться или тут наверху. Может быть даже здесь. Не знаю. Пока все крайне неоднозначно. Что, они вдвоем цветочек охраняли? Вы серьезно? Ага. Почему опять цветок? Или трины? Ну, не знаю я для чего это лилия. Ты уж. Так, а лестница тут две. Сначала на вот эту. Она покороче. Раз, два. А на вторую пойдем. Какие-нибудь стрелки там, вот не зря они тут стоят. Либо тут два пути. Два большая. О. Я думал, это до сих пор доски какие-то ломаются. Это чувак выбежал откуда-то тут. Наверное, за горшками сидел. Либо эти обе лестницы ведут наверх на самый. Либо одна идет выше, а другая чуть-чуть пониже. Еще лестница. Ладно. Слушай, вот эти вот уродцы опасные. Опять доспех. Они, во-первых, с какими-то фаерболами на тебя летят. А то, что они летающие, они уже опасны тем. Ах, добро пожаловать, дорогой покупатель. Сюда, прошу сюда. Куда сюда? А, вон он там. Подожди, мужик. Мужик у нас по второй лестнице находится. Тогда, по идее, логика и по логике вещей по вот этой вот лестнице будет или босс, или что-то такое. Это конечная точка. Ну, допустим. Слушай, если я правильно понимаю, тут что-то с полулюдьми будет, босс, по-моему, связан. Вроде оно как здесь находится, но это не факт.
Здесь какая? Очень много развилок. Ну. Идиот. Блять, еще и пещера, давай серьезно. Так, я ее зажгу. Пещера вулканическая. Пока садиться не буду на костер. Ага. Всё. Тупик, допустим. Стой. Я, получается, вот отсюда пришел. Вот так. А эти челики что-то кастуют. Они какие-то особенные. Ну тут прям целый лагерь. Опа, желтая. Блять, карту не посмотреть. О. Понятно, что они кастуют. У них или молитвы какие-то. Ну, серьезно, только сейчас попал в нее. Мне надо валить. Ну, там сбежалась просто толпа. Короче. А! Тихо. Там. Блять. Тихо, 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 ну мужик, ну что ты делаешь-то? Я ему щит дамажу, а ему как бы это особо урон-то не прилетает. Хотя я бил-то его снарядами элементарными. Так, там у нас еще мост. Еще пещера. Жесть вообще. Стой, да, вон тут спуск получается к торговцу. Прямо к нему сходим. А потом, я не знаю, или пещеру зачищать. Смотри. Штурм вулканового поместья, бесконечная и бесславная битва, убогих, хворых и богохульников. Ну, это мало о чем говорит, конечно. Вот место благодати вижу.
По идее... Ладно. Давай, сейчас мы, короче говоря... Сейчас к торговцу сначала. Потом костер палим. А потом можно как-то вот в ту сторону двигать. Подожди, там же есть пещера, да? Я уже запутался. Хочется как бы все обойти, но все обойти это только, по-моему, если записывают. Ну не знаю, по крайней мере у меня что-то как-то тяжеловато все это дело запоминается. Ну-ка, что у тебя, мужик, есть? Ага, купить. Я голоден. Купить. Давай мечевидный ключ, естественно, возьмем. Это что, воина-кочевника. Обязательно. Капюшон провидности. Нет. Капюшон духовника. Но это если ты за духовника начинаешь. Я такая же вот сет весь. Ну, он начальник, поэтому давай вот это вот я у него возьму. Хорош. Ну и по идее все. Тут только спускаться, спускаться, спускаться. Вооружения я тут не вижу, так что давай наверх. Кроме мужика, скорее всего, вот именно пока ты лезешь по вот этому пути, кроме мужика, наверное, ничего и нет. Наверх. Поэтому сейчас что, зажигаем костер, но идем в сторону направо. От той лестницы, где я забирался. И поднял вправо. Это скала маленькая. Сейчас с помощью лошади можно еще вот на самый верх запрыгнуть. А можно просто забраться. Так, окей. Коснуться благодать. Вот сюда. По идее, эта штука должна как раз вот сюда вести. Но мы попробуем ломануть вот сюда сначала. Мне кажется, все равно я что-то да пропущу. Тупо все запомнить, ну, по-моему, нереально. Ну, где ты, типа, ты был там, где не был, потому что ты бежишь, хлоп, у тебя сразу 4 развилки. Потом, пока одну зачистишь, можно уже про еще 2 уже тупо забыть. А, пещеру пойдем. Почти. А, так. Пещера вулканическая. 1 штука. Ну давай. Ай. Я думаю, что я сегодня максимум вот эту пещеру успею зачистить. Ну, может, босса пройти.
Сколько бабуинов тут. Так, ну-ка. Угу. Раз ход. 3 хода. 3. Право не поможет. Да, будет безрассудство. Ага. Эти 2 хода, короче, они между собой объединяются. Ну, а если так пойти? Осторожно, право. Ха-ха, мелкий гондон. Это вот, которые вокруг тебя бегают. Пытаются тебя кольнуть. Впереди стада. Краткое что-то там. Угу. Короче, вся шайка-лейка. Давай, давай, всей толпой сюда. Босс. Милишникам, правда, эта игра очень много времени займет. Тут 4 игры сразу же. Так, к боссу мы попозже. Походу тут какой-то проход должен быть вот туда наверх. Куда у нас эти друзья осыпались. Ударя. Так, ладно, погнали вот туда, в другую сторону. К боссу я понял, как идти. Угу. Все понятно. Вот откуда эти чуваки сыпались, короче. Ты сейчас сам на них упадешь. Ну, должен был упасть. Потом, если падаешь еще ниже, а сразу же дорога к боссу идет. Они вот тут тусили втроем. Ну, не очень большая пещера, я скажу. Так, снаряга. Коня можно убрать. В принципе, остального всего хватает. Так, пятно, ну и камушки поставим стандартно. Хотя можно, блин, по идее, и комету. Ладно, посмотрим сейчас, что за босс. Королева полулюдей Марго. Ясно. Большая бабуиниха. Да, она обратила на него внимание. Давай, дамажик. Ништяк. Кувшин-пушка. Ну это стрелковое какое-то оружие. Ну типа что-то вроде арбалета там дали. Ничего такого. Коротенькая, кстати. Коротенький данж. Ну ок, ок. Пойдем повыше посмотрим, что есть. Туда, к костру. Время позволяет еще. Потом надо будет совсем назад вернуться, и там, где порт, где мужики там жрали трупов. Хотя, даже подхиливаюсь, что-то трачу фляги, зачем? Что можно все проще сделать. Все равно тут всех валить заново придется.
Я думаю, что у меня призрачного ландыша хватит, кстати, еще на пачку еще какого-нибудь. Ту-ту-ту-тун. Пачку еще какого-нибудь призывного чела. Не знаю, надо ли это. Пока вот меня этот двойник мой вполне устраивает. Так, слезаем с коня. Проверяем, насколько можно зайти вот туда, если двинуть. По идее, тут тоже должна быть какая-то, ну, финал горы, короче. Типа она где-то же должна все-таки закончиться. Наверное. Пойдем выше. Тогда уже на следующем стриме будем по лавам ползать всячески. Ну и тогда, по идее, у нас один из полуостровов будет зачищен. Ну, после лавы. Тогда можно уже в сторону столицы двигать. Вот. Прикольный. Взрослый зверь падающей звезды. Угу. То есть, короче говоря, старенчик. То есть они тебя вынуждают прям, чтобы ты залез на лошадь. И с лошади, убегая, начал его дамажить. На какого-то скоробея, кстати, похож. Где души мои? Наверху, что ли? Вот уроды, и души забрали. Ладно, я понял. Угу. Он на быка какого-то похож. Ну да, это и есть бык. Так, тогда меняем оружие. Отхил. Бычара думает, что это я. Но не тут-то было. Слушай, двойник отлично дамажит вообще. Ультанул, чувак. Ах ты, падла ссаная. Надо так же действовать. Просто ближе к центру не подходить, когда он ультой лупит. Ничего, сейчас завалим. Так, сначала лошадь, потом вот этого. Продул я 20 штук, ну ладно. Серьезно, ваншот. Бычара какой. Прикольно, чё? Кстати, я таких боссов еще не видал. Сколько не видел прохождений, никто его не валил. Ну, по крайней мере, мне не стучался. Вернуть руны. Было бы что-нибудь возвращать.
Так. Оп. Ловим. Он не долетит. Да, он вырубился. Подамажен. Какой-то странный босс. Тихо, ультует. У меня фантом все подачи на себя берет. Все? Он подох? Он подох. 21 тысяча, ну понятно. Кузнечный камень мрака 6. Обычный. Камень мрака 6. Челюсть зверя, падающей звезды. Это какое-то оружие. Давай посмотрим. Челюсть зверя, падающей звезды. Так, но это не топор. Это не копье, вот это. Дробящий, колющий. Угу. Ясно. Рог у него оторвали, который он на морде на своей носил. И сделал в виде оружия. Прикольно. Так. Вот они прям хотят, чтобы я в это помещение попал, точнее в этот замок. Угу. Ладно, с ним после. Вот тут еще какой-то был спуск. Мы когда с ним бились, я заметил, что где-то тут можно перепрыгнуть. Там скалы соединяются. Не то. Кстати, он еще эту штуку не подобрал. Опять звездосвет. Хрен его знает, зачем он нужен. Вот. Вот эта скала у нас соединяется. Слушай, ну... Вот только так в этот замок и попасть. Да. Если отсюда один замок, вот отсюда, да, могила, да, вот могила героя. Ты попадаешь, получается, с этой могилы героя ты должен попасть. Блин. По идее надо слезать, нет, точнее надо туда ехать. Прямо где-нибудь там костер запалим. И уже сможем сходить в два замка сразу. Блин, вас повылезало. Для ближнего боя эти чуваки опасны. Ну, попробуем. Там, я думаю, при входе должен быть костер. Если нет, то где-то рядом с замком.
Тогда, по идее, чё? Могилы героя. Потом можно портануться, подняться наверх, обыскать один замок, потом уже идти ко второму. Тут еще белые какие-то. А вон там, кстати, надо вон туда, к дереву. Давненько семечек не давали. Вот так, да, мы спустимся. Конем, конечно, это все быстрее. Походу еще один босс. Давай мы там сначала все обойдем. Значит, получается, за этим чуваком костер будет. Там не попасть. Бабочка, тихо. Самое дело, пока они на тебя летят, главное, летят-то они бесшумно в основном. Пока он на тебя летит, его надо завалить. Дальше. А чё, где семечко-то моя? Зашибись. Что это за следы такие? Так и не поможет. Как-то знакомо. Подожди. Все понятно. Я тут был. Если по прямой скакать и поворачивать налево, то ты как раз упрешься в то самое дерево, где я уже был. Получается, ты по кругу все это дело проходишь. То есть он там берется карта где-то вот по прямой тут. Вон обелиск стоит. Берется карта, и ты проскакиваешь вниз. И там уже у тебя получается этот. Ну все понятно. Косичками какой-то чувак. Ну такого я уже видел. Да. Все прилетело в меня.
Все. Она челику. Ту флягу. Не ту флягу долбанул. Так, ну сейчас тогда зайдем за замок. В принципе, это что, вот я не знаю. Короче, по сути, сейчас развилки только две. Одна от форта с этими чуваками, которые труп жрут. Труп. Где тыквоголовый. Вторая развилка прямо здесь. Ну, тут квесты какие-то, еще что-то. Впереди лжец. Ну, тут сейчас костер будет. Так, тогда мы... О, этот как его... Лоскутик, по-моему, да? На картах у нас лоскутики сидят. Итак, ты теперь в поместье, верно? Даже не верится. Кажется, Рая не по адресу обратилась. Ну, все хорошо. Теперь мы на одной стороне. Мы отлично сработаемся. Конечно, торговать мы можем, если ты не против. Ну-ка, лоскутики. Что тебя удивляет? Да, я из вулканового поместья. Меня всегда так раздражала эта болтовня по утраченному благодать. Продував пальцы, и я решил, что могу помочь в разгадывании этой головоломки. Да и Танит всегда вызывала у меня любопытство. Должно быть, ее господин весьма непрост, раз она там им гордится. Она превозносит его даже теперь, когда все знают о его богохульных притязаниях. Никогда не видал такой женщины. Что лоскутика есть такого? Свет указывает путь, но не рассеивает хаос. Вот что меня. Единственное, что меня. Помощник проповедника. Я, видимо, его уже покупал. Да и все, в принципе. Больше брать-то у него нечего. Вот славно. Славно так славно. А где ж костер-то? Вот. Ладно, запомнил. Исследовать эту башню будем потом. Отсюда, короче говоря, мы перемещаемся к могиле героя. Сейчас попробуем туда дальше пройти. Вот там. Блин, опять сюда выходить. Ну, по идее, я вот тут должен очутиться, если идти с того кладбища по стульчикам. Как-то все вот тут вокруг да около находится, но разбросано сильно. По идее, они должны все вместе, эти вот дороги все связаться. Возле большого вот этого замка, где я сейчас только что был. Подсвисли. Подожди. Все равно, короче, эта причина никак не устранена. Хотя выходило уже 2, по-моему, обновления. 2 или 3 даже. Не знаю. Может быть, переустановка игры поможет. Не знаю.
Ну, сейчас с этими санкциями, по-моему, лучше лишний раз не рисковать. Что-то удалять, скачивать. Так. Вроде тут. Скачем на лошади. Отсюда вот туда, по прямой и влево. Блин, я не знаю, в тему, конечно, было бы вообще с лошади слезть. А вот подожди, подожди. Я отсюда выхожу. Правильно? Ну да. Все. Тогда все понятно. Сейчас чисто вдоль стены пробежаться, посмотреть просто, что есть. А вот в этот замок надо будет определенно сгонять. А потом уже в большой идти. Кстати, волков, по-моему, побольше было. Ладно, хотя бы, в принципе, понятно, куда идти. Ну, в смысле, точно определенные цели. Да, вот этот замок с этой статуей. В конце может быть какой-то не сюжетный босс, а может даже наоборот сюжетный. Сейчас так чисто вдоль пробежаться, вдоль стены, посмотреть, что есть. Может, какие-то нычки и еще что-то. Полезное может быть. Или вообще дракон. Ну, тут можно что угодно ожидать. Так, стоять, домик какой-то. А, ну и все. Ну и что, ну и все. Ладно, поехали внутрь. Потом тогда получается, после вот этого вот, мы двинем вулканового поместья, вот это танет, лоскутик, вот это вот все. Потому что тут типа все пройдено. Вот здесь вот мы с боссом бились, тут перепрыгиваешь, вот они, да, все. Ясно, понятно. Ну и по идее вот тут пошакали. Так, как же меня... Куда тогда меня портировали? Тогда, когда меня машина сожрала. По-моему, вот сюда меня портировали. Или нет? Ладно, не суть.
Какие-то вещи ты тут можешь только чисто визуально запомнить и все. Кто там к чему относится? То, что игра открытый мир, когда она была коридорная, она и так-то была не очень проста. В своих закоулках, там, задумках, в плане архитектуры и так далее. Глаз зверя подрагивает. Присядем. Как глазами зверя пользоваться, я не в курсе. Ну давай, инвентарь. Пару раз такое встречается, кстати. Нет. Я тоже нет. Около корня смерти. Это мне типа надо искать потайные стенки или что? Глаз зверя подрагивает. Либо мне за пройденную локацию потом дадут корень смерти этой. Либо как-то потайные стенки надо искать. Не знаю как. Это надо гуглить. Вот, в принципе, почему опять лошадь, страдания, страдания. Вот, в принципе, чтобы нормально пройти всю игру и полностью, практически, хотя бы частично исследовать ее более-менее, тут надо из гугла просто можно не вылезать. Угу. Да хера с два. Катались мы по этой теме. Ах ты урод. Надо как-то этих скелетов обходить. Я уже бегал по такому данжу, только без лавы. Он в самом начале. За мечевидный ключ открывается. Все, патло это поехала. Доезжать она будет, ну... Я посмотрим, кстати, докуда. Угу. Середина. Короче, эта штука еще ваншотает. Запросто вообще. Серьезно, обратно назад. Я не успею. Все, и без денег остался. Может, на эту штуку можно запрыгнуть? Типа как на колеснице. Ладно, там денег-то, в принципе, было немного. 20 тысяч, это херня. Ну, как бы уже херня. Все, минус 2 скелета. Давай. Кстати, они еще и встают к тому же. Да сюда куда-то она доезжает. Да, конечно. Она будет, короче, горцевать именно на том этаже, где ты находишься.
По логике вещей надо типа успевать на нее запрыгивать. Чтобы она тебя прям до конца перла. Не знаю, может быть даже есть резон ее вообще убить. О, как раз сейчас этих двух гавриков задамажит. Бах. О. Да чё ты там-то появляешься? Не знаю пока. В том данже, где такая штука каталась, я на нее не запрыгивал, я просто успевал пробежать. Но тут как-то вообще очень время ограничено. Там она с такой же примерно скоростью каталась, только там можно было побольше мест, где можно было спрятаться от нее. Ах ты гнида. Она его что, не завалила? Почему так? Вот раз, два, три, четыре. Снуться пятна крови. Может быть... Ну тут только прыгать, блядь. Ай! Скелет тут этот явно неспроста стоит. Он в тебя попадает, и хотя бы на секунду задержался, все, покойник. А эта падла так и будет еще дальше ехать. Ну, в смысле, она пониже будет спускаться, но ездить будет вокруг тебя все равно. Никого я не замочил. Короче, несмотря на урон, надо все равно успевать к этому челу добегать, который в тебя лука лупит. Либо его достать вот отсюда. Достану. И раз-два. Зато он достает прекрасно. Ладно, попробуем пробежать. Окей. Где эта хрень? Куда дальше бежать? А, вон то. А по лаве-то он хуже гораздо бежит. А, подстава. Готов. Давай еще разок. А он там в лаве сам себя задамажил. Сейчас туда надо бежать.
Я вот не знаю, где у меня больше времени. Сюда? Нет. Все, топим. Та-та-та-та-та. Варгаммер, вот мой лайк, если что я тут писать мне сейчас в чатик неудобно, поэтому буду по большей части только смотреть. Хорошо, спасибо за лайкос, привет. Так. А там вообще лава. Что они делать-то предлагают? Стой, вон там Диландыш, можно вот туда запрыгнуть. Ладно, попробуем. А, вот он и проход. Могильный Ландыш 7. Вот уроды, а. Стоишь, значит, себе шмаляешь потихоньку. Выпрыгивает. Ну, в принципе-то это ожидаем. Так. Как он меня достал? Я вот сейчас от этой фишки вообще не понял. От меня до него, до его укола рапирой. По-моему, рапира у него. Как бы до хрена было времени. Ну, пролет большой. Прям много могильных ландышей дает. Так чисто убедиться. Там точно все, ну типа лава и никак. По-моему, тут есть проход. Вон туда. Можно типа по лаве пробежать. Но, блин, эта штука, которая катается, выглядит куда опаснее. Давай посмотрим, может быть, в обход как-то это дело можно решить. Стоят такие, любуются. Угу. У меня вот встречался дан с такой штукой. Она поливает на 4 стороны. Там ручка еще есть. А вот в эту сторону она, по-моему, не брызгает, да? Да. Ладно, давай сюда сходим. Блять. Я так и знал. Кинься заново же. Прям с самого начала. С этой тележки дебильной. Все равно, мне кажется, как-то прыгать на нее можно. Отвалите.
Игнорируем этого Блин, ну зачем ты присел-то? Ну, уже получше. Лава его добила. Причем по лаве-то он вообще не бегает. Ну, его убьет. А потом долупит лава. Так, наконец-то здесь, потом вон там, и сразу же прыжок. Идет. Блин, тут все чистить надо. Хотя нет, не всех. Каких-то можно игнорить. Так, кто поднимается? Никого. Давай быстрее. Бля, и там тоже ход так-то есть. Я только не знаю, какой из них верный. Давай попробуем все-таки вот сюда. Ага. И бьет пламя прям до конца. А там подстава стоит. Давай, давай, выходи. Что там у него? Фаербол? А, нет. С лука бьет. Ага, вот это, кстати. Этот чувак куда опасен. Пойти сейчас до сюда быстренько добежать, взять эту штучку, я не знаю, что там такое. И можно как бы дергать, ну, заканчивать стрим, потому что время поджимает, надо на работу идти. Так, я забыл. Последовательность. Сколько времени? Угу. Ну, понятно. Она прям тебе показывает, то что сколько у тебя примерно времени, чтобы добежать от одной точки до другой. Ладно, он там доподохнет. Так, вот тут я так успеваю. Потом она едет наверх и уже, да, топишь вниз.
Вот сюда. Можно, кстати, вообще просто в лаву спрыгнуть? Да как? Блять. Он в цель поймал другого чувака и отсюда подох. Он ловит, который смотрит чисто на него. А переключишь этот, надо... Получается, надо ворваться в это помещение, сразу же поворачиваться налево, ставить цель и потом только дамажить. Короче, нет. На сегодня хорош. Завтра будем отсюда и начинать, что? Надо как-то проходить. Тут, скорее всего, будет босс, а то и не один. Я думаю, что один. Ну, какой-то серьезный. Потому что для него сделали аж прям целую локу. Посмотрим. Но я думаю, что он не сюжетный босс, но какой-то, я не знаю, один из каких-то козырных. Потом получается что? Надо вот сюда попасть. Нет, не сюда. Я вот не помню, когда тебя эта штука, машина сжирает в Раи, Урае и Лукари, она тебя портует. Портует, причем куда-то вот сюда. Может быть, в подземную комнату Инквизиции. Там, если нормально попрыгать в другую сторону, не как я шел, то там еще один босс есть. Типа секретным считается. Он чем-то похож на Йорма с третьей части. Да, потом. Сначала вот Гельмир. Я так понимаю, что Гельмир это будет босс. Кстати, Афия не про Гельмира же говорила? Нет, по-моему. Я уже запутался в их названиях, очень много, и... Ой, из них кто? Хер его знает. Ну, по идее, сначала вот это надо пройти. Теперь, получается, дороги 3. Вот это раз. Данж надо пройти, потом 2 лава. И потом 3, ну, чисто посмотреть, что из-за вулканового поместья. А остальное, в принципе, я тут все обошел. Потом можно как-то думать, как пробраться вот сюда. Этот город зачистить, а потом, в принципе, уже можно потихонечку перебираться вот сюда. Здесь огромная площадь, которую надо смотреть и все такое. И там потом уже где-то столица вот в этой части. В принципе, вот отсюда уже вторая половина игры начинается. Вот отсюда примерно. Где-то так. Аж даже отсюда. Ладно. Разберемся. Не все сразу. Короче, планы такие на следующий стрим, короче говоря. Мы вот это, потом на месте и вот где-то в лаве будем вошкаться. Итак, ладно. Будем заканчивать на этом. Всем спасибо за просмотр, за поддержку. Кто там хочет лайки, комменты ставьте, пишите. Кто не подписался